Начали. Все совершаемые мною действия, которые я описываю в своих роликах, я совершал только из лучших побуждений, искренне стараясь сделать Россию хоть немного лучше. Я не совершал никаких действий сверхнеобходимых. Никогда. Я просто пытался сделать что-то хорошее для своей родной страны, не имея никакого злого умысла для кого-либо. После предоставления всей имеющейся у меня информации на протяжении первого полугодия обучения и по результатам первой сессии начальник УЭППК по району города, в котором я работал, сообщил мне о том, что необходимо прибыть на собрание в указанном выше опорном пункте полиции для обсуждения дальнейших действий. На этой встрече присутствовали другие сотрудники полиции отдела УЭППК по району города. На встрече присутствовали я, начальник УЭППК по району города, сотрудник ГБР, ГБР это группа быстрого реагирования, сотрудник технической службы и технического обеспечения МВД, а также еще два сотрудника отдела УЭППК по району города. На этой встрече мы обсуждали всю имеющуюся информацию и составляли план дальнейших действий. Мною было выдвинуто предложение перехватить инициативу получения и дачи взяток от посредников и преподавателей в свои руки. То есть стать единственным человеком в университете, через которого будут проходить взятки преподавателям. Для этих целей, среди прочего, был запланирован арест с поличным преподавателя, который будет лучше всего подходить для этих целей, а также их и взяткодателей. Но перед нами стояла проблема, которая заключалась в следующем. По уже имеющейся у нас на тот момент информации, было известно, что достаточно большое количество преподавателей университета предпочитали получать взятки непосредственно от студентов, лично при проставлении зачета или экзамена, без каких-либо посредников. Это была первая задача, которую мне предстояло решить. То есть мне было необходимо подтолкнуть учителей и студентов к использованию посредника при получении взятки. Начал я, естественно, с группы, в которой проходил обучение. Во время второго полугодия обучения я начал поднимать в группе вопрос о том, что неплохо было бы весь процесс взяток организовать и, например, переложить на плечи старосты одной из подгрупп нашей группы, чтобы все желающие купить зачет или экзамен просто сдавали оговоренную сумму и зачетные книжки старости, а староста в свою очередь передавал их преподавателю для проставления отметок об успешной сдаче предмета. Все это якобы для удобства и для того, чтобы не терять лишнее время на посещение университета для проставления зачетов и экзаменов, ведь все работают и заняты личными делами. И к тому же многие боялись давать взятки преподавателям, или чувствовали дискомфорт и напряжение при даче взяток. Студенты начали соглашаться с моим предложением, и потихоньку процесс организации пошел. Каждая подгруппа моей группы водрузила бремя передачи взяток и зачетных книжек на своих старост. В итоге получилось, что группа, в которой я проходил обучение, имела два посредника, по одному в каждой подгруппе. Это были старосты. То же самое я подталкивал проделывать в других группах, других направлений обучения. Я постоянно общался со студентами и искал новые знакомства и поводы для того, чтобы обзавестись как можно большим кругом связей. И к окончанию второй сессии я обладал очень большой сетью знакомств в университете, как среди студентов различных направлений и форм обучения, так и среди преподавательского и профессорского состава, а также среди сотрудников администрации университета. Перед второй сессией моего обучения старосты моей группы начали делить сферу влияния и устроили борьбу за количество учителей для передачи взяток и количество людей, которые эти взятки будут передавать. Связано это было с тем, что старосты начали зарабатывать на этом. То есть они брали небольшую сумму за свое посредничество. Другие договаривались с преподавателями и взимали плату за посредничество и безопасную передачу денег уже с них, с преподавателей. На второй сессии
Я так же, как и большинство студентов, давал взятки преподавателям за проставление мне зачетов и экзаменов. Все деньги для дачи взяток, как первой сессии, так и второй, мне выдавались начальником УЭППК по району города. Во время второй сессии мной была организована дача взятки преподавателю по математике ШЭ. Мы решили брать всех причастных с поличным. Такое решение было принято с целью напугать студентов и преподавателей университета для того, чтобы ускорить процесс перехода от личных дач и получения взятки на организованную структуру взяток. Перед второй сессией мне удалось выйти на преподавателя кафедры математики. Это была женщина, назовем ее В. С этим преподавателем я уже успел провести некоторое количество вручения взяток, что было записано на скрытую камеру, установленную в кожаную сумку, так называемую барсетку, которую мне выдал техник отдела УЭППК. Я передавал этой женщине денежные средства от разных студентов, которые боялись давать взятку самостоятельно или не знали о таком способе получения зачета или экзамена. Я находил таких нуждающихся в помощи студентов при личном общении, например, на площадке, отведенной для курения, или в столовой. В последующем эти студенты приводили ко мне новых взяткодателей. В то же время, в период второй сессии, мною было выдвинуто предложение начальнику УЭППК по району города о привлечении этой женщины-преподавателя к посредничеству и работе в качестве информатора. Я и начальник ОЭППК по району города вместе прибыли в университет в один из дней сессии. Вошли в здание университета в разные двери и встретились в указанном месте возле аудитории, в которой находилась преподаватель В. Дождались в коридоре, пока аудиторию покинут все студенты, и зашли вместе для проведения беседы. В ходе беседы начальник УЭППК по району города предъявил свое служебное удостоверение преподавателю В. Сообщил, что у полиции имеются видеозаписи, на которых она получала взятки от студентов за зачеты и экзамены. Сообщил, что она может быть привлечена к уголовной ответственности. Преподаватель В очень испугалась, начала сильно нервничать, была очень растеряна и не знала, что делать и как себя вести в этой ситуации. Сама призналась, что только что получала взятки от студентов и достала деньги из своей сумки. Начальник УЭППК по району города сказал, чтобы она убрала обратно в сумку деньги и оставила их себе. Он сказал, что нам нужна информация и что она будет нам ее предоставлять, если она не хочет, чтобы на нее было заведено уголовное дело. Объяснил ей, что сотрудничать она будет со мной и будет выполнять все мои указания. Так у меня появился первый полностью подконтрольный человек из сотрудников университета. Эта преподавательница В по моей команде и наводке устраивала мне встречи с другими интересующими меня преподавателями. Таким образом, благодаря ей, через 4 месяца работы я полностью контролировал поток взяток на кафедре математики, за исключением преподавателя ШЭ и заведующей кафедры. Преподаватель ШЭ и заведующая кафедры самостоятельно брали взятки и никого не подпускали близко к деньгам, к этим денежным потокам. Но в определенный момент наступил перелом в этой ситуации. У преподавателя ШЭ было очень много студентов, которые не сдали его предметы по полгода назад, год назад, 1,5 года назад. То есть были так называемыми должниками. Именно благодаря должникам и моей репутации в университете на тот момент я смог организовать дачу взятки преподавателю ШЭ за 4 студентов за зачеты и экзамены по 2 предметам каждому. В общей сложности размер взятки составил 40 тысяч рублей. Для того, чтобы подтолкнуть других преподавателей к сотрудничеству со мной и ускорить этот процесс, было принято решение провести ОРМ и задержать преподавателя ШЭ сразу после получения взятки. Я организовал встречу со студентами, которым необходимо было проставить зачеты и экзамены. На этой встрече я получил от студентов денежные средства в размере 40 тысяч рублей и зачетные книжки. Эту встречу я снимал на скрытую в пачке сигарет видеокамеру.
После получения денег и зачетных книжек я отправился в опорный пункт полиции, где начальник УЭППК по району города вместе с другими сотрудниками провели опись, фото и видеофиксацию банкнот и зачетных книжек, перепись номеров банкнот и другие процессуальные официальные бумажные работы. После чего пометили купюры ультрафиолетовым маркером и вернули мне денежные средства. Через 2 дня после этого у меня была назначена встреча с преподавателем ШЭ для дачи взятки в 18:00 в университете в указанной им аудитории. Я и другие сотрудники полиции прибыли на территорию университета за 2 часа до назначенной встречи. Встречались мы на многоэтажной парковке на последнем этаже. Мне был проведен короткий формальный инструктаж. Техник управления МВД снабдил меня камерой, спрятанной в кожаной сумке, а также повесил на меня микрофон под рубашку. Мы провели все необходимые проверки работоспособности всего оборудования несколько раз. И за 20 минут до назначенного времени я выдвинулся к точке встречи с преподавателем ШЭ. Сотрудники полиции оставались до определенного момента на последнем этаже парковки и наблюдали за всем происходящим в бинокль, в том числе, так как окна того кабинета, в котором я встречался с преподавателем ШЭ, они как раз выходили в сторону парковки, и в бинокль было видно происходящее в кабинете. Закончили. Контактная информация находится в описании под видео. Всем большое спасибо за просмотр данного видеоролика. И большая просьба, поставьте, пожалуйста, лайк для того, чтобы это видео смогло увидеть как можно больше людей. И по возможности распространите этот ролик.